Всем привет! Сегодня я хочу поделиться очень хорошим рецептом дрожжевого теста на молоке. Из него мы сегодня приготовим булочки с джемом, но, конечно, его можно использовать и для приготовления каких-нибудь других булочек, пирогов, либо пирожков. Такие булочки получаются очень мягкими, пышными, воздушными и вкусными, а само тесто совсем легко и просто замешивается вручную, плюс ко всему оно получается настолько приятным в работе, что готовить из него одно удовольствие. Сливочное масло и яйцо заранее достаньте из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. В миске смешиваем теплое молоко. Оно должно быть именно теплым, не горячим, чтобы дрожжи не сварились и не погибли. Добавляем сахар и дрожжи. Я сегодня буду использовать свежие, их понадобится 10 грамм. Если будете использовать сухие, тогда берите около 3 грамм. И хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. Если в качестве дрожжей вы не уверены, тогда лучше оставить эту смесь на 15 минут, чтобы сверху появилась пенная шапочка. Если этого не произойдет, значит дрожжи неактивные и тесто не получится. В своих дрожжах я уверена, поэтому проверять их не буду. Теперь добавляем пол чайной ложечки соли, 1 яйцо, немного перемешаем, подсеиваем муку и замешиваем тесто. Тесто замешивается очень легко, поэтому я сегодня его буду вымешивать вручную. Но при желании вы, конечно же, можете воспользоваться тестомесом. Муку добавляйте постепенно, так как она может отличаться. Тесто должно получиться очень мягким и эластичным. Когда тесто уже собралось в один комочек, можно вымешивать дальше руками. Я вот уже добавила 400 грамм муки, и тесто по консистенции получается такое очень мягенькое, но такое липковатое. Сейчас добавляем сливочное масло комнатной температуры и уже вымешиваем вместе с маслом. Сливочное масло, конечно же, по желанию вы можете заменить на растительное. Масло должно полностью хорошо смешаться с тестом, и в итоге тесто должно получиться очень гладким, однородным, эластичным и мягким. Мне кажется, когда добавляешь сливочное масло комнатной температуры, булочки получаются более мягкими. Но, конечно, если вы не хотите вот так вот вмешивать масло в тесто, то тогда вы можете сразу вместе с яйцом добавить растопленное сливочное масло. От сливочного масла тесто вот так начнет расползаться, но в этом ничего страшного нету. Тут буквально пару минуток нужно повымешивать, и оно соберется в один комочек. Я люблю вымешивать вот такими скручивающими движениями. Вот я вымешиваю уже где-то 1 минутку, и вот уже тесто практически полностью собралось в комок. Сейчас еще немножко, и полностью стол будет чистым. Все, вот на вмешивание масла у меня ушло примерно минуты 3, наверное. Все, уже тесто держится одним комочком, и ничего не липнет. Уже стол полностью чистый, и руки чистые. И сейчас нужно тесто вымесить еще пару минут буквально, чтобы оно стало более гладким и однородным. Если будете использовать растительное масло, то тогда добавляйте его вместе с яйцом и солью. Все, тесто готово. У меня на все про все уходит максимум 10 минут. Вот посмотрите, какое оно стало. Гладенькое, однородное. И само по себе оно очень мягкое. Вот если так прислонять руку, то как бы рука прилипает немножко, но никаких следов теста не остается. Вот таким оно и должно быть. Не добавляйте много муки, чтобы булочки не получились твердыми. И обязательно хорошо вымешивайте тесто, чтобы оно было вот такое гладенькое. Тогда оно очень хорошо поднимется, и булочки будут пышными. Миску слегка смазываем растительным маслом без запаха. Перекладываем тесто. Прикрываем сверху пленкой либо чистым полотенцем и оставляем на расстойку в теплом месте до увеличения минимум в 2-3 раза. Обычно на это уходит 1 час. Те, кто нас уже давно смотрит, знают, что я обычно расстаиваю тесто в духовке. Просто включаю ее на 1-2 минутки, чтобы там было тепло, потом выключаю и помещаю туда тесто. Там становится тепло, комфортно, и в таких условиях очень хорошо подходит тесто. Тесто хорошо подошло. Это мой самый любимый момент. Пушистое, воздушненькое.
Перекладываем его на рабочую поверхность. Можно вот так слегка обмять. Тесто очень приятное. С ним легко работать, поэтому я даже мукой не припыляю стол. И делим на необходимое количество частей. Я буду делать 9 булочек по 80 грамм. Каждый кусочек теста хорошо обминаем, чтобы выпустить весь воздух, и структура булочек получилась мелкопористой. И формируем шарик. Готовые шарики прикрываем полотенцем, чтобы они не заветривались. В качестве начинки я сегодня буду использовать вишневый джем. Формовать булочки вы можете по своему желанию. Например, немножко растянуть шарик теста, вложить его внутрь начинку и также защипать, чтобы получилась такая кругленькая булочка. Я сегодня хочу предложить немножко другой вариант, чтобы булочки с виду были как круассанчики. Для этого просто берем шарик теста и один край вот так растягиваем. Теперь берем скалку и слегка вот так растягиваем тесто, чтобы получилась такая капелька. Добавляем чайную ложку джема, накрываем тестом, вот так хорошо защипываем. Тесто само такое приставучее, поэтому край очень легко склеивается. И вот так свободно сворачиваем. Вот этот краешек можно немножко прихватить. Получается такой, как булочка-рогалик. Я хочу, чтобы булочки между собой слиплись, поэтому использую сегодня небольшой противень, его размер 22 на 30. Ну, конечно, вы можете использовать обычный стандартный противень, и булочки будут отдельно, они между собой не склеятся. Формовать булочки я начинаю с первого шарика, так как там уже расслабилась клейковина, и тесто при раскатке не будет сопротивляться. Слишком плотно их сворачивать не нужно, чтобы тесту было куда расти. Конечно, можно сделать и с любой другой начинкой на ваш вкус. Прикрываем булочки сверху и оставляем на расстойку еще на 20-30 минут. Они должны хорошо подрасти. Булочки подошли, и сейчас их можно смазать яйцом либо молоком. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов. Выпекаем булочки в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 20 минут. Булочки готовы, у меня они выпекаются 18 минут. Обязательно проверяйте деревянной палочкой, она должна выходить полностью сухой, без остатков мокрого теста. Пушиночки. Просто тает во рту. Тесто просто, не знаю, воздушнее не бывает. Мне кажется, они еще более воздушные, чем духовые японские булочки. И никакой заварки не надо. И ждать столько времени не надо. Вообще просто пух. Угу. Но само тесто такое не сладкое, потому что там всего лишь 2 столовые ложки сахара. Но за счет джема получается как раз так, что надо. К чаю просто супер. И не так уж сложно готовиться тут. Просто немножко времени нужно, чтобы тесто растаялось. Все. Думаю, какие-то комментарии здесь просто излишни. Вы сами прекрасно видите, насколько эти булочки получаются мягкими, воздушными, пышненькими и, конечно же, вкусными. Начинку вы можете какую-то придумать свою, либо так же, как и я, добавить джем, либо просто
присыпать сахаром и свернуть рулетиком, либо даже если вы вообще не захотите делать начинку, можно просто в тесто добавить немножко больше сахара, чтобы они были послаще. Как вы увидели, уже все готовится буквально за 10 минут, даже вручную, никаких тестомесов действительно не нужно. Потом просто немножко нужно подождать, пока тесто подрастет, но все остальное уже сделает духовка. В общем, обязательно готовьте, пробуйте, я уверена, что такой рецепт вам также понравится. На сегодня у нас все, готовьте с хорошим настроением, а мы вам желаем приятного чаепития.